предыдущих эпизодах мы рассказали, как решения Invian помогают сократить время проезда перекрестка и посчитали эффект от их применения. Сегодня вы узнаете, как работает адаптивное управление. Начнем с основных определений. Нам потребуется понятие светофорного такта, фазы и цикла. Такт — это время действия определенной комбинации сигналов светофора. Такт может быть основным или промежуточным. Во время основного такта разрешается въезд на перекресток с одного или нескольких направлений. Промежуточные такты нужны для безопасного завершения основного такта и перехода к следующему. Светофорная фаза — это совокупность одного основного и всех следующих за ним промежуточных тактов. За время действия фазы количество направлений, которым разрешен въезд на перекресток, не изменяется. После завершения одной фазы начинается следующая, открывается движение с других направлений, и этот процесс повторяется циклично. За полный цикл транспорт с каждого из направлений получает возможность въехать на перекресток и выехать с него в соответствии с правилами дорожного движения. Пешеходный поток обычно считается отдельным направлением, а общественный транспорт может двигаться по выделенной полосе или вместе с автомобилями. Переключение светофорных фаз может производиться вручную или автоматически. Автоматический режим может быть жестким, когда фазы переключаются по заранее установленному алгоритму. Он настраивается предварительно, может быть разным в разное время суток, однако не реагирует на актуальную дорожную ситуацию. Адаптивный режим предполагает управление временем фаз, исходя из обстановки на перекрестке. К примеру, длинная очередь с направления А указывает на необходимость удлинить зеленую фазу для него или включить ее раньше. И наоборот. Отсутствие автомобилей с направления Б позволяет сократить или вовсе исключить зеленую фазу для этого направления. Реализовать этот алгоритм довольно просто. Если у вас есть надежные способы определения наличия или отсутствия транспортных средств или пешеходов с каждого направления, а также параметры очередей. Обнаружение транспорта, подъезжающего к перекрестку с помощью умной камеры, действует так же, как нажатие кнопки пешеходом на умном переходе. Этот сигнал распознается алгоритмом, который сокращает время ожидания. Алгоритм, включающий зеленый сигнал по запросу, называется триггерным. Он уже очень распространен на пешеходных переходах и пересечениях с трамвайными путями. Сигналом к прекращению зеленой фазы служит отсутствие очереди ожидающих или большой разрыв в транспортном потоке. Камера с машинным зрением, обнаружив разрыв между автомобилями, превышающий заданное значение, дает сигнал алгоритму о возможности сокращения фазы. Принцип сокращения фаз для потоков с низкой интенсивностью называется алгоритмом поиска разрыва в очереди. По сравнению с жестким алгоритмом, даже настроенным с учетом суточных колебаний интенсивности потока, применение алгоритма поиска разрыва в очереди может дать сокращение времени задержки на перекрестке от 15 до 30%.